Всем доброго времени суток! Вы на канале Дача Лайф. И сегодня у нас на повестке дня вот такая вот старинная куртка, которую фактически свое отжила уже. И мы попытаемся с нее сделать какую-то полезную вещь. Ну, естественно, перешивать я ничего не буду. Мы ее просто разделаем и сделаем приспособление очень полезное для вашего огорода. Куртка такая вот какой-то синтетики, но в ней есть полезные для нас вещи. Сейчас мы отсюда отрезаем рукав, ну, и покажем, что мы отсюда будем использовать. Вот наша задача, в общем-то, достать отсюда синтепон. Вы можете сказать, что его, в принципе, можно купить. Ну, мы находимся сейчас на даче. Магазины у нас, во-первых, далеко. Это первое. А второе, в общем-то, это канал для тех, кто хочет сделать что-то своими руками, не купить. Поэтому, кто хочет купить, можете сразу выключать ролик и до свидания. Здесь мы все делаем своими руками. Вот, как видим, у нас здесь есть подложка такая, которая выполнена из синтепона. Мы его отсюда сейчас извлекаем. Вот, у нас получилось вот такие вот два кусочка синтепончика. Сейчас еще дорежем, пускай будет больше. Все, вот получилось у нас вот такой вот огромный, как сказать, пук синтепона. Что мы отсюда еще для нашей самоделки можем взять? Это просто кусочек такой же, чтобы уже полностью именно использовать. Мы даже завязку будем использовать из этой же куртки. Вот. Возьмем. Можем несколько даже сделать. Может, это остальное еще куда-то применить. Поскольку куртка синтетическая, она очень так хорошо будет долго служить. Вот такой вот возьмем. И все. Сейчас мы двинемся на наш огород и продолжим. Вот мы пришли в сад. И вот это у нас персик. Как мы видим, здесь у нас в районе ствола наши мураши просто атаковали конкретно. Все. Они фланируют по нашему дереву, поднимаются вверх. И естественно, что когда они по стволу будут идти и дойдут до листвы, они будут разводить нам тлю. Поэтому именно из этой курточки мы сейчас им будем делать препятствия, чтобы они на наше дерево не забрались. Вот сейчас мы берем наш добытый синтепон, примерно в сантиметрах 30-40 от земли. Мы его вот так вот накручиваем. Можно его даже распушить. И неплотно завязываем. Применяя даже веревочку, добытую, как говорится, из той же курточки нашей. Расходов 0. А эффект, я надеюсь, у нас будет. Можно немножко вот это вот все снизу распушить, сверху без разницы. Вот. Смотрим, вот мурашки, видите, которые уже есть. Они уже, даже которые на дереве, они уже слезть не могут. Они упираются, туда разворачиваются, идут вот обратно. Вот он идет, видите, вот опа, он до синтепона дошел. И он уже, ему это не интересно. Вот. Пробуем понаблюдать. Видите, и пошел обратно вверх. Значит, система должна работать. Если вы хотите более эффективно сделать, можете опрыскать все этот синтепон каким-нибудь ядом, допустим, карбофосом. Ну, это, в общем-то, в принципе, не нужно. Они и так, находя инородное тело, это синтепон синтетический, они в нем не то что путаются, он просто им не интересен, они разворачиваются, поскольку ничего полезного не нашли, и сразу идут вниз.
Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся. Будет много интересного. Вот еще одна мурашка развернулась, идет наверх. Видите? Вон, второй тоже не может. Они уже не могут слезть. Понимаете? Действительно работает. Так что подписываемся, ставим лайки. Будет много интересного. Будем использовать повторно очень много вещей. Кому это интересно. До новых встреч.